1979 году психологи провели эксперимент. Дали людям кружку за $5, а через час спросили, за сколько они ее продадут. Средний ответ был что-то около $7. А все просто потому, что кружка стала их. Эффект владения. Именно так этот феномен назвал американский экономист Ричард Таллер, который потом проверили на практике с коллегами. Это, знаете, такой баг мозга. Мы ценим то, что у нас есть в 2 раза выше рыночной цены. Неандерталец с раскрашенным копьем чувствовал то же, что и вы с АК-47 «Красная линия». Это мое, оно особенное. Именно поэтому неандерталец тратил неделю на раскраску копья, а вы зарплату на пиксели другого цвета в CS2. С вами Market CSGO, и мы сегодня залезем в дебри истории скинов и рыночной психологии. Подпишись на канал и погнали! Рождение понтов. История начинается 40 тысяч лет назад. Археологи находят предметы с остатками охры, включая оружие. Первые в истории скины. Зачем древнему человеку красное копье? Ответ знает поведенческая экономика. Сигнализирование статуса. Представьте, 2 охотника приходят к племени. У одного обычное копье, у другого красное. Кому больше доверия? Правильно, тому, кто потратил время на украшение. Это своего рода сигнал. У меня есть лишние ресурсы, я успешный охотник. Мозг запоминает. Украшенное оружие равно альфа-самец равно выживание потомства. 40 тысяч лет прошло, а алгоритм тот же. Только теперь вы сигнализируете ножиком или драгонлором в катке. Ну или африканской сеткой. Тут, как говорится, у кого на что денег хватило. Главное, чтобы не стоковое. Представьте римского патриция, который завещает похоронить себя с золотыми монетами. С практической точки зрения это абсолютно бессмысленно. Но для него эти монеты были не просто металлом, а символом его богатства и статуса. Эмоциональная уверенность, что его богатство принадлежит только ему, и он должен забрать его с собой, перевешивала любую логику. Вы думаете, мой АК-47 красная линия с лотом на 0.7 уникальный, не продам дешевле 5000. Хотя на маркете таких сотни по 3К. Мозг за 5000 лет не изменился. Только теперь мы хороним скины в инвентарях, а не в римских гробницах. И, кстати, ставьте лайк, если у вас есть скин, который вы никогда не продадите. Расцвет Римской империи. Легионеры маршируют с ярко раскрашенными, в том числе красными, щитами. Почему красными? Не только для устрашения врага, а и для синхронизации мозгов. Роберт Чалдини описал принцип социального доказательства. Мы копируем поведение большинства. Один легионер покрасил щит в красный, другие увидели и тоже покрасили в красный. Через год вся армия с красными щитами. Никто уже не помнит на самом деле, зачем, почему, но все уверены. Так правильно. А средневековье довело это до абсурда. Рыцарь видит соседа с гравированным мечом, получающим уйму внимания на турнире. Мозг делает заметку. Красивый меч, успех у дам, уважение у пацанов. И, соответственно, что происходит? Все рыцари начинают украшать мечи. Цены растут, но спрос не падает. Знакомо? Откройте CS2 и посмотрите на цены ножей. Механизм тот же. Кстати, следите за трендами в нашем телеграм-канале. Там вы сможете точно узнать, какой скин станет следующим красным щитом. Япония. Эпоха самураев. Мастер Масамуне делает 1 катану в год. Может он больше делать? Да, конечно, может. Но зачем, если дефицит поднимает цену в 100 раз? А это уже, дорогие друзья, эффект дефицита. Мозг паникует, когда видит что-то в ограниченном количестве. Это такая же простая эволюционная логика. Если ресурс редкий, надо хватать его немедленно. Неважно, нужен он вам конкретно или нет. Кстати, о дефиците. Market CSGO сейчас разыгрывает 9 АК-47, включая легендарный Азимов. Но, внимание, заявки принимаются только до 3 октября. Так что успей принять участие. Все подробности в описании под видео. Викинги же использовали такой же трюк, как и японцы, только с дамасской сталью. Только 3 меча с таким узором существуют. И воины отдавали целые фермы за кусок металла. Почему? Страх упустить уникальную возможность сильнее рационального мышления. Valve довели это до совершенства. Кейс доступен ограниченное количество времени. И сразу же, конечно же, твой мозг кричит: хватай! А кошелек тихо плачет. И цикл повторяется. Ну, кстати, конечно же, покупайте осознанно только на Market CSGO. Там хотя бы видно, что ограниченных предложений бывает 1000. Первая мировая война. Солдаты месяцами сидят в окопах. От безделия начинают украшать оружие. Так называемое окопное искусство. Но происходит кое-что интересное. Появляются счастливые винтовки. Это ошибка выжившего. Мы видим только успешные примеры. Да-да-да, это мы говорим в том числе про тот самый стартап из гаража. Только здесь все немного было по-другому. Солдат выживает в бою с украшенной винтовкой, винтовка счастливая. То, что сотни людей погибли с такими же, мозг абсолютно игнорирует. Вторая мировая война в эту историю добавляет еще и геймификацию. Американские летчики рисовали бомбы за каждый вылет. 25 бомб сбросил и можно домой. Визуально прогресс-бар включает дофаминовую петлю. Выполнил задание, получил награду, хочется еще. Стат-трек в CS2 работает точно так же. Каждое убийство — микродоза дофамина. Мозг требует еще. Вы покупаете стат-трек Redline и идете фрагать. А между делом подпишись на наш YouTube канал, и мы расскажем, как Valve
Valve использует дофаминовые петли для генерации своих миллиардов долларов. Революция. Вьетнам. Джунгли. 1968 год. Американский солдат красит М16 баллончиком Крайлон. 15 минут работы и уникальный камуфляж готов. И вот парадокс. Он ценит его куда больше, чем заводскую покраску. И мы здесь не говорим про камуфляж, мы здесь не говорим про то, что она просто прикольно выглядит. Мы говорим про эффект IKEA, который описал гарвардский психолог Майкл Нортон. Мы переоцениваем то, во что вложили собственный труд. Не важно, что это выглядит все криво и косо. Важно, что я сделал сам. Солдаты обменивались самодельными камуфляжами, как скинами. Твой тигровой на мой листовой. Появилась экономика обмена внутри армии. Без денег, чисто на понтах и на уважении. Прообраз Steam Trade. И знаете, современные мастерские берут 40 тысяч рублей, а то и больше, за покраску, как в CS2. Люди платят не за качество, а за участие в процессе. Тот самый эффект IKEA. Ну и, конечно же, не забываем про собственные крафты. Когда наклеил свои одни красивые картинки на другую красивую картинку и получил третью красивую картинку, ты это ценишь куда больше, чем любой другой купленный скин. Кстати, пишите в комментариях, какие крафты у вас любимые. Лихие или какие там они были 80-е. Колумбия. Тот самый Пабло Эскобар заказывает золотые калаши. Конечно же, не для боя. О каком вообще бою идет речь? Золото — мягкий металл, непрактичный. Ствол из золота, если он, конечно, таковым был, вообще портит всю баллистику, потому что тупо не выдерживает того нагрева и нагрузки. Все это делается чисто для понтов. И это яркий пример демонстративного потребления. Покупку вещей не для пользы, а для чистой демонстрации статуса. Эскобар довел это до абсолюта. Картели копировали. Золотые пистолеты, бриллиантовые рукояти, платиновые гравировки. Нулевая функциональность, а сигнал максимальный. Я настолько богат, что могу портить оружие драгоценностями. Тот же сигнал посылает керамбит сапфир за 500 тысяч рублей. Вы не режете им колбасу, или рис как в древности, или что им там резали. Вы демонстрируете, что можете отвалить 500 000 за пиксели. Прямо как новый русский с золотыми печатками в 90-х на кабане. Или новоделанный рэпер с бриллиантами в зубах. 97 год. Канада тратит миллионы на разработку CAD-PAD, первого компьютерного камуфляжа. Суть в том, что мы достоверно знаем, что пиксели обманывают примитивные отделы мозга лучше, чем плавные линии. Почему? Мозг эволюционировал распознавать хищников в листве. Пиксели ломают этот алгоритм. Глаз видит, но мозг не может собрать картинку. Идеальный обман восприятия. К 2010 году все армии мира копируют идею. Марпад, Аку, Мультикам, миллиарды долларов на паттерны. И тут приходит Valve и 2013 год. А давайте-ка будем продавать эти военные паттерны геймерам. Гениально. Берешь чужие идеи, копируешь, делаешь текстуры, продаешь по 10 или по 10 тысяч рублей. Это ж игра, никто тут тебе ничего не скажет. А в итоге это вырастает в гигантский цифровой рынок. И в итоге Valve собирает весь пазл в кучку. Тот самый 13 год, обновление оружейная сделка. Valve собирает все психологические триггеры в одну систему. И бомба взрывается. Дефицит? На тебе ограниченные кейсы. Social proof или социальное доказательство. Все хотят скин, как у про игрока. Все хотят им повыпендриваться. Эффект владения. Ваш скин с уникальным флотом, который столько у вас... Естественно. Демонстративное потребление. А вот вам, пожалуйста, вот вам ножи за 500к. Вот вам Dragon Lore и еже с ними. Хочешь дофаминовые петли? Вот тебе, пожалуйста, open case. Нужно тебе якорение цен? Вот тебе, пожалуйста. Что-то стоит 10 рублей, а что-то миллионы рублей. Притом в одном и том же магазине. Например, маркет CSGO. Это идеальная поведенческая ловушка. Потому что мозг, который эволюционировал 200 тысяч лет для выживания в саванне, лесу и джунглях, не имеет защиты от такого комбо. И потому мы, и вы, и мы обречены покупать. И вот первый день продаж скинов. Сервера лежат. Люди тратят тысячи на кейсы. АВП удар молнии продается за $60. И все думают, что это предел. Ха-ха-ха. Ну да, конечно. Кстати, поставьте лайк, если потратили на кейсы и ключи больше, чем планировали. Это, как говорится, мама эволюция. Против нее не попрешь. И с 2015 по сегодняшний день происходит нечто невероятное. Реальные оружейники начинают копировать виртуальные скины. Круг замыкается. И знаете почему? Если миллионы людей ценят Азимов в игре, значит он может быть ценным и в реальности. Мозг, понимаете, не сильно как бы и различает источник ценности. Виртуальный он или будет он физический. Вот, например, компания Церакот. Официального игрового отдела у них нет, но мастерские на базе покрытий штампуют игровые покраски. Страйкболисты заказывают копии истории Дракона и Азимова. Стрелки красят настоящие калаши под красную линию. Виртуальная ценность стала реальной. Экономист Дэн Ариэли на самом деле даже предсказывал
предсказывал это. Когда виртуальная экономика станет достаточно большой, она начнет влиять на реальную. И как вы понимаете, Counter-Strike 2 с оборотом в миллиарды долларов довольно-таки большая экономика. Мы все предсказуемо и рациональны. Мы все с вами прекрасно понимаем, что скины это всего лишь пиксели, что они не улучшают скилл, что это трата денег на воздух. И мы все равно будем с вами покупать. Потому что 200 тысяч лет эволюции куда сильнее, чем условные 20 лет какого-нибудь маломальски рационального мышления. Ваш мозг на самом деле куда больше оптимизирован для саванны, чем для виртуальной экономики. Ведь в CS2 красивый скин не означает ничего. Но вашему мозгу плевать. Он видит красивое оружие, это внимание племени, то есть тиммейтов и друзей, это повышение статуса, больше шансов на размножение. Хотя о каком размножении-то идет, дорогие друзья, речь? И ваша префронтальная кора это понимает. Но решение уже принято лимбической системой. Вы уже купили. Вы совершили деп. Неандерталец с раскрашенным копьем хотя бы мог убить мамонта. Вы можете только крутить керамбит в катке. Прогресс это или деградация? Нет, просто эволюция не смогла предусмотреть защиту от Гейба Ньюэлла и его команды психологов, экономистов и прочих умных ребят. И вот даже сейчас, когда вы знаете про все эти ловушки, как вы думаете, это хоть что-то поменяет? Ни капли. Знание механизма не отменяет его работу. Вы все равно купите этот скин, на который смотрели, пока слушали это видео. Но хотя бы теперь будете понимать почему. Если будете покупать, то покупайте уже на Market CSGO и подпишитесь на канал на YouTube. До скорого!